Из его детства нам известен только один случай. Когда ему шел 4-й год, он гостил в замке своего деда в Шотландии и каким-то образом был украден оттуда цыганами. В самом деле. Вся семья и челядь метались по округе, разыскивая малыша. И, наконец, один джентльмен сообщил им, что в нескольких милях вниз по дороге он встретил цыганку с жалобно плачущим ребенком на руках. Они помчались в том направлении и вскоре нагнали эту подозрительную женщину. Как только она их увидела, она бросила ребенка и скрылась в лесу. Ребенка вернули в семью, и слава богу, боюсь, что из него вышел бы плохой цыган. Этот мальчик вырастет, чтобы стать отцом современной экономической теории капитализма, которого будут цитировать такие классики, как Давид Рикардо, Карл Маркс, Джон Мейнард Кейнс и нобелевский лауреат Милтон Фридман. При этом он сам был одним из наименее корыстных и расчетливых людей в своем кругу. И вообще больше всего интересовался истоками нравственного чувства в людях. Он был уверен, что сочувствие ближнему, эмпатия, лежит в основе не только всей морали, но и в более общем смысле является той связующей субстанцией, которая организует общество и все отношения между людьми, включая коммерческие, и что преследование личной выгоды никак не противоречит добру. Его звали Адам Смит. Адам Смит был шотландцем. Это важно. Шотландия в те годы уже была частью Великобритании, но формально. На самом деле достаточно было просто пересечь границу между Шотландией и Англией, и вы легко видели, что это две разные страны. В Англии был империализм и промышленный переворот, в Шотландии эпоха просвещения и кузница идей. Но при этом большинство людей все еще рентовало участок земли у вождя своего клана, с которым у них были гипотетические общие предки и общий цвет юбки. Адам Смит жил в XVIII веке. Он родился в 1723 и умер в 1790 годах. Он никогда не видел своего отца, тот умер за 2 месяца до его рождения. Будучи единственным ребенком у матери, которая до конца своих дней не вышла повторно замуж и жила вместе с сыном, Адам сохранил нежнейшую привязанность к ней, о чем много писали в воспоминаниях его близкие друзья. То, что у его деда был замок, должно уже было намекнуть вам, что он был не из простой семьи. Адам Смит с детства начал получать очень хорошее образование. По окончанию средней школы, самой хорошей в округе, он пошел в университет Глазго. В тот момент ему было 14 лет, то есть он стал студентом на год раньше, чем типичный его современник. Система университетского обучения по тем временам несколько отличалась от современной. В первые 3 года предметы, которые изучал Адам, были следующие: латинский, древнегреческий, математика и философия морали. Латынь надо было выучить первым делом, поскольку все преподавание тогда велось на латыни. Один из профессоров Адама Смита, профессор философии и морали Фрэнсис Хатчесон, был большим оригиналом, а именно он преподавал на английском языке, и поэтому считался среди студентов своим парнем, а среди коллег несерьезным человеком и хипстером. Этот профессор Хатчесон был кумиром юного Адама. Впрочем, он был кумиром всех своих многочисленных студентов, потому что в своих работах он распространял примерно такую крамолу. Люди вполне могут иметь знание о добре и зле без предварительного знания о Боге. Это сильно расходилось с господствующим мнением, что христианский Бог является источником и хранителем морали, что означало, что все безбожники и нехристи по определению люди безнравственные, а признание в атеизме автоматически означает, что ты ни во что не ставишь жизнь и собственность других людей, и от тебя нужно держаться подальше. Дело кончилось тем, что местный церковный суд возбудил судебное дело против профессора Хатчесона. В университете начался порядочный переполох, и студенты официально выступили перед церковным судом и горячо защищали своего любимого профессора как устно, так и письменно.
Смит, будучи в тот момент первокурсником, не играл большой роли в этих событиях, но со всей очевидностью влияние Хатчисона на его мировоззрение и теорию останется у него до конца жизни. Он не будет искать в Боге единственный источник добра. Его этика станет гуманистической и оптимистично верящей в человека. Адам Смит был хорошим студентом, и примерно в середине его планового обучения в университете Глазго, когда ему было 17 лет, ему предложили специальную стипендию для талантливых студентов для обучения в Оксфорде. Оксфорд уже тогда считался одним из лучших университетов в Европе. Оксфорд предоставлял доступ к огромной библиотеке, более широкому спектру академических дисциплин и возможность учиться у именитых профессоров. Мама и профессор Хатчисон убедили Адама, что это прекрасная возможность, которую нельзя упускать. И в 1740-м Смит покидает родную Шотландию и переезжает в Оксфорд. Переезд он совершил верхом на лошади. Позже он рассказывал, как его поразило при пересечении границы, насколько Англия была богаче, чем Шотландия, что было видно невооруженным взглядом. Несмотря на всю свою прогрессивную науку и образование, Шотландия все еще оставалась нищей провинцией, о чем Англия не забывала ей напоминать при каждом удобном случае. И молодому Адаму Смиту периодически доставалось от англичан, которые считали своим долгом насмешничать над молодым шотландцем. С их точки зрения все шотландцы были нищебродами, даже скот Шотландии был тощ по сравнению с откормленными английскими быками. В первый же день в университетской столовой, когда Адам по обыкновению задумался над тарелкой о своем овечном, университетский слуга сказал ему, что ему следует поторапливаться, не отвлекаться от еды, потому что в Англии куски мяса гораздо больше, чем в Шотландии, и он с непривычки может просто не справиться с размером порции, если не отведет на это достаточно времени. Освоившись на новом месте, Адам постепенно начал осознавать, что репутация Оксфорда не всегда заслуженно высока. Он писал, что, несмотря на престижность и богатство университета, тамошние преподаватели даже перестали делать вид, что чему-то учат, и часто пренебрегают своими обязанностями. Позиции профессоров были пожизненными. Они не особо напрягались на работе, поскольку их невозможно было уволить, и в результате стандарты преподавания были невелики. Кроме того, идеологический климат там был еще более догматичен, чем в Шотландии. И многие интересные передовые идеи считались опасными или вообще неприемлемыми. Один раз Смит был пойман за чтением книги Дэвида Юма «Трактат о человеческой природе». Книгу конфисковали, а Смита сурово наказали. Юм был тогда не в чести у научного истеблишмента. Впоследствии они с Адамом Смитом станут хорошими друзьями. В результате 6 лет в Оксфорде Адам занимался, можно сказать, самообразованием. Он был счастлив получить доступ к одной из величайших библиотек в Англии и использовал отведенное время с пользой. Он был первостепенным заучкой, вел очень замкнутую жизнь, никогда не был женат, и нет никаких записей о том, что у него вообще были какие-то романтические отношения. Но справедливости ради надо отметить, что в его время было принято уничтожать, а не сохранять личные дневники и письма выдающихся людей после их смерти. Люди охраняли свою частную жизнь от посторонних взглядов. Поэтому то, что мы ничего не знаем о его личной жизни, не означает в обязательном порядке, что у него ее не было. Получив диплом и вернувшись в Шотландию, когда ему было 23 года, Смит попытался найти работу личным учителем какого-нибудь богатого недоросля. Все свежеиспеченные бакалавры старались найти подобную синекуру, потому что такое место хорошо оплачивалось и не требовало особого труда. Однако родители потенциальных учеников, встретившись со Смитом, сомневались, что он сможет справиться с их капризными детками, и отказывались от его услуг. В результате Смит 2 года не мог найти работу. Чтобы окончательно не впасть в депрессию, он начал давать публичные лекции,
по невиданной в те времена в Шотландии теме – английской литературе, и даже сам пописывал стихи. О его лекциях прослышала местная профессорская тусовка, и его пригласили дать курс лекций по английской литературе в университете Эдинбурга. Но его интересы постепенно смещались от литературы к более прикладным и формальным наукам – риторике, логике и юриспруденции. В конце концов, в 1751 году, когда ему было 28 лет, Адама Смита пригласили преподавать логику в его альма-матер, университете Глазго. Он проведет там, по его воспоминаниям, 13 самых счастливых лет своей жизни. Несмотря на то, что его наняли преподавать логику, Смит довольно быстро отклоняется от стандартной университетской программы. Он стремится направить своих студентов к изучению тем, которые были бы более увлекательными и связанными с реальной жизнью, чем традиционные предметы логики и метафизики. Вместо того, чтобы тренировать своих студентов строить силлогизмы, овладевать приемами индукции и дедукции и рассуждать о первопричинах и природе бытия, включая доказательства существования Бога, он начинает разрабатывать перед студентами собственную моральную философию. Смит пытался проследить эволюцию европейского законодательства от ее ранних форм до современных. Он давал лекции о природе политических учреждений, возникших после падения Римской империи и до развития современных европейских правительств. Он анализировал законы, основанные не на справедливости, а на целесообразности, направленные на увеличение богатства, власти и процветания государства. Он рассматривал политические институты, связанные с торговлей, финансами, церковными и военными учреждениями с точки зрения общественной пользы. В 1759, через 8 лет после начала преподавания в Глазго, в возрасте 36 лет, на основе этих лекций он опубликует свой первый фундаментальный трактат «Теория нравственных чувств». В те времена в этике боролись фактически две основные теории морали. Или мораль исходит от Бога и дается людям через религиозные установки, или моральное чувство врождено человеку и присуще ему просто как гомо сапиенсу. То есть мораль – это то, что отличает человека от животных. Теория Адама Смита серьезно отличалась от обоих этих доктрин. Вся теория Смита сосредоточена вокруг концепции сочувствия, эмпатии, то есть нашей способности понимать чувства других людей. Интересные аргументы, которые он приводил для своих современников. Мы видим человека, которого мучают на дыбе. Мы представляем себе, как бы мы переносили все те же мучения, мысленно входя в его тело и становясь в каком-то смысле тем же самым человеком, что и он. Таким образом, мы формируем представление о его ощущениях и даже чувствуем что-то, что в какой-то степени напоминает его страдания, хотя и менее интенсивно. Мы как бы делаем его муки своими. Наше чувство сопереживания возникает не только в ситуациях боли или скорби. Наша радость от спасения героев трагедии или романа так же искренна, как наша грусть от их страданий. Мы разделяем их благосклонность по отношению к верным друзьям, оставшимся с ними в трудные минуты, и искренне разделяем их возмущение против коварных предателей, которые нанесли им вред, бросили или обманули. То есть, согласно Адаму Смиту, моральные чувства базируются на нашей способности к эмпатии, на нашей способности вообразить ощущения и чувства других людей или даже героев романа. У людей нет врожденного знания, как нужно поступать по совести, но у них есть способность воображения, которая дает им возможность поставить себя на место другого. И благодаря этому мы стараемся менять свое поведение так, чтобы не допускать страданий других людей. То есть наш альтруизм рожден из способности разделять чужие эмоции. И таким образом он делает вывод, что если наше поведение направляется способностью к сочувствию,
то даже преследование собственных интересов будет приводить к действиям, которые приносят пользу другим и обществу в целом. То есть, с его точки зрения, эгоистические интересы и альтруизм не являются взаимоисключающими. Вы не будете вредить другим людям, потому что потом вы будете им сочувствовать и страдать за них. И в вашем эгоистическом интересе жить так, чтобы потом не причинять самому себе опосредованные муки. Интересное предположение, которое сразу открывает нам, какого сорта человеком он был. Он сам был человеком, глубоко способным к сочувствию. Настолько, что он даже не считал возможным, что человек может жить, не имея такой способности. Для него причинение вреда другим людям означало одновременное причинение вреда самому себе. И поэтому неудивительно, что, несмотря на то, что Смит вообще по природе своей был человеком скромным и даже немножко закомплексованным, когда в университете возникали какие-то деликатные или хлопотные вопросы, то, как правило, преподаватели и студенты выбирали Смита в качестве своего представителя и защитника. К примеру, тогда было принято, что шотландские студенты привозили с собой из дома столько овсянки, сколько хватило бы им до окончания семестра. И под древней привилегией университета они имели право привозить эту еду в город, не оплачивая пошлину. Однако в 1757 году что-то случилось, и со студентов собрали пошлину за их овсянку, как если бы они везли ее на продажу. Профессор Смит представил жалобу городу Глазго и потребовал возврата денег потерпевшим в течение 8 дней под угрозой судебного разбирательства. И провост Глазго пообещал вернуть студентам взысканные суммы. Вообще похоже на то, что в те 13 лет, которые Смит провел в университете, на него сваливали больше подобных забот, чем на любого другого профессора. При этом он вошел в историю как человек исключительно рассеянный и непрактичный. Он то и дело впадал в задумчивость и не замечал ничего вокруг, и с возрастом это качество усиливалось. Он часто разговаривал сам с собой и оживленно улыбался и размахивал руками, общаясь с невидимыми собеседниками. Вот один характерный случай, записанный хозяйкой светского салона в ее дневнике в 1767 году. Он самый рассеянный человек, который когда-либо жил на свете. Мистер Дарнер посетил его как-то утром, когда он собирался завтракать, и, завязав разговор, мистер Смит взял кусок хлеба с маслом, который, покрутив туда-сюда, положил в чайник и налил на него воду. Некоторое время спустя он вылил ее в чашку и, попробовав, сказал, что это самый отвратительный чай, который он когда-либо пробовал. Согласно другому рассказу, Смит, размечтавшись, вышел на прогулку в ночной рубашке и оказался в 15 милях от города, прежде чем звон колоколов близлежащей церкви вернул его к реальности. И поэтому многие, знавшие его, страшно удивились, когда мистер Смит, человек, просивший знакомых купить для него корм для его лошади, человек, который никому не мог отказать в услуге и был уверен, что все люди рождены совестливыми, вдруг взялся писать трактат по экономике. Вообще-то науки экономики тогда еще не существовало, и Смит фактически затеял трактат о торговле. Исследуя теорию морали, он постепенно начал интересоваться, почему так получается, что одни люди живут лучше, чем другие, как нация становится богатой, и что помогает или мешает людям достичь материального благополучия. Эти рассуждения войдут в фундаментальный трактат «Исследование о природе и причинах богатства народов», или кратко «Богатство народов». Тот самый труд, который изучал Евгений Онегин, отчего считал себя великим экономом и пытался давать хозяйственные советы своему непутевому отцу-помещику. В те времена основной экономической концепцией был так называемый меркантилизм. Идея, что задача государства и страны, если они хотят стать богатой нацией, это побольше экспортировать и поменьше импортировать.
накапливать деньги в виде драгоценных металлов и растить казну. Считалось, что в экономической игре всегда есть выигрывающая сторона и проигрывающая сторона, что бизнес не может быть выгоден для всех, что всегда есть тот, кто наживается, и тот, кто нищает. На глазах людей разворачивался колониализм. Это казалось нормальным и неизбежным, что колонии эксплуатируются, а метрополия богатеет. А как может быть иначе? И если государство хочет богатеть, оно должно жесткой рукой направлять всю экономическую деятельность, постоянно вводить торговые пошлины и налоги, диктовать бизнесменам, что и как они должны делать, регулировать их хищнические инстинкты в свою пользу. Потому что за человеком нужен глаз да глаз. Общий взгляд на экономику был как на что-то жестокое и аморальное. И я уверена, что у многих из вас этот взгляд до сих пор сохранился. Что капиталистический рынок обязательно оставляет одних людей нищими, а других супербогатыми. И если государство не будет в это вмешиваться, то человечество придет в полный хаос и перережет друг другу глотки в погоне за деньгами. В противоположность этому мнению, Адам Смит был уверен, что поскольку люди естественным образом имеют нравственные чувства, то даже преследуя свои эгоистические цели, люди будут органически приходить в состояние, когда они будут работать сообща. Самые выгодные экономические отношения – это экономические отношения, которые выгодны всем сторонам. И если людей и бизнесы оставить в покое, то они сами естественным образом придут к такому положению дел. То есть Адам Смит был одним из ранних теоретиков либерализма и свободного рынка. Он настаивал на том, чтобы государство не пыталось регулировать невидимую руку конкуренции и вообще перестало вмешиваться в экономику, а вместо этого ограничилось бы созданием условий для увеличения производительности труда и увеличения количества людей, занятых полезным трудом, через организацию народного образования, содействию свободной торговле, развитию инфраструктуры, защите частной собственности и наказания преступников. Он категорически протестовал против пережитков цеховой системы, которая ограничивала возможность людей работать и зарабатывать деньги. В этом смысле примечательна история Джеймса Уатта, шотландского изобретателя и инженера, того самого, чье имя написано на каждой лампочке в виде единицы мощности – ватт. Тот как раз работал тогда над паровым двигателем, который вы видели в видео о бенцах и первых автомобилях. И в процессе работы Джеймс Уатт столкнулся с сопротивлением гильдии молотобойцев Глазго, в которую входили ремесленники, использующие молотки. Уатту не разрешили открыть свою мастерскую, потому что он не прошел обязательные 7 лет ученичества в молотобойной гильдии, а значит, он не умел пользоваться молотком. Как абсурдно это ни звучит, но пришлось вмешаться университету. Университет Глазго предоставил Уатту комнату для мастерской и еще одну у ворот университета для продажи математических инструментов, которые он там изготавливал – циркули, логарифмические линейки и прочее. Профессор Смит активно в этом участвовал. Мастерская Уатта стала одним из его любимых мест для общения. Несмотря на юный возраст изобретателя, его идеи были свежими, оригинальными, и они станут друзьями. Позже Смит напишет в «Богатстве народов». Труд каждого человека – его собственное имущество. Он является основой всех других форм собственности и является самым святым и неприкосновенным. Богатство бедного человека заключается в силе и мастерстве его рук. Препятствовать ему использовать эту силу и мастерство так, как он считает нужным, это явное покушение на это самое священное имущество. Он также настаивал, что главное богатство страны заключается в ее производственных мощностях, в ее способности производить тот самый простой продукт, о котором говорил Евгений Онегин. А это, в свою очередь, связано со способностью стран к промышленным инновациям.
То есть накопление денег не является настоящим богатством. Настоящее богатство – это способность производить продукт. Именно поэтому отец Евгения Онегина был неправ, отдавая свои земли, производственные мощности, в залог за деньги. А потом он давал на них 3 балла ежегодно и промотался наконец. Чего он, собственно, ожидал. Сейчас нам эти принципы кажутся банальными и само собой разумеющимися. А некоторые положения теории Адама Смита и вовсе звучат сейчас архаично и неприемлемо. Оставить людей свободно заниматься коммерцией, и они сами по себе придут к системе взаимовыгодного сотрудничества, основанного на сочувствии к ближнему. Ага, сейчас. Но, несмотря на это, Адам Смит продолжает оставаться одним из величайших мыслителей, сформировавших экономическую теорию. Да, некоторые его принципы устарели, но на них были выстроены другие, более современные. А некоторые его идеи просто вечны. Он предположил существование рыночных механизмов регулирования экономики, утверждал, что коммерция может и должна быть взаимовыгодной, что нет ничего важнее свободы трудиться и зарабатывать себе на жизнь, и это право не может быть у человека отобрано, и что величайшей задачей государства является содействие образованию граждан и поддержание мира и порядка, а не жандармский надзор над подданными и соседями. Он доказал, что бизнес не антипод морали, и что экономист может и должен быть порядочным человеком. Вот что он напишет в «Богатстве народов». Богатство и величие часто получают уважение и восхищение, которые должны быть отданы только мудрости и добродетели. А бедность и слабость совершенно неправильно обрекаются на презрение, которое должно быть зарезервировано для порока и глупости. Презрение должно быть зарезервировано для порока и глупости. Обратите внимание, что в сегодняшней лекции я упомянула только те положения его экономической теории, которые тем или иным образом опираются на его теорию морали. Но вообще-то «Богатство народов» – это огромный том, и за полчаса его не расскажешь. Моей задачей было только привлечь ваше внимание к этому незаурядному человеку и возбудить ваше любопытство. И объяснить 6 строчек из Евгения Онегина. На сем раскланиваюсь. Или словами Пушкина: «Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, не друг, я хочу с тобой расстаться ныне как приятель. Прости. Чего бы ты за мной здесь не искал в строфах небрежных, воспоминаний или мятежных, отдохновения от трудов, живых картин или острых слов, или грамматических ошибок, дай Бог, чтобы в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных шибок хотя крупицу смог найти. Засим расстанемся. Прости». Да нет, я не навсегда прощаюсь, не пугайтесь, только до конца июля. На следующей неделе видео не будет, потому что каникулы. Встретимся через 2 недели. Пока-пока. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти 2 блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на 1-м уровне подписки. А на 2-м уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности,
причина подписаться на мой блог, вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.